он обрел самые сильные магические способности. Затем он поступил в Академию магии, где научился контролировать свою магию и спасать мир от организации магических террористов. Такаши живет со своей совершенно ненормальной и неблагополучной семьей, и он так их ненавидит, что ходит в школу даже во время каникул. К счастью, его девушка Куруми всегда ходит с ним в школу, где они оба состоят в клубе фехтования. В один из обычных дней, когда Такаши собирался зайти в дадзё, из соседней комнаты вышла раненая девушка. Не в силах ей не помочь, он отнес ее в медпункт. Вот тут-то все и началось. Муи лежала на кровати и отчаянно звала своего брата, приняв Такаши за него. Но когда она пришла в себя и поняла, что ошиблась, она начала бурно реагировать, оттолкнула его и достала магическое оружие, готовое напасть. Такаши, у которого и так был необычный день, попытался объяснить, что произошло, но Муфангс снова отреагировала, на этот раз упав на него. И в результате несчастного случая, который мог бы произойти в одной из тех мыльных опер, которые твоя мама смотрит с дивана, она случайно его поцеловала. Когда она пришла в себя, Му стала еще более разъяренной и выстрелила в него своим магическим оружием, но, к счастью, промахнулась. Такаши, проявив себя спокойным и терпеливым, попытался ее успокоить, объяснив, что это был просто для небольшого хаоса, они наконец представились друг другу, что подготовило почву для следующей части истории, где, похоже, они оба признаются, что у них был первый поцелуй. Именно здесь Такаши погружается в мир магии, о котором раньше и не подозревал. Когда он спрашивает Муи о странном дыме, который от нее исходит, она начинает волноваться, потому что он каким-то образом начал чувствовать магию, что не должно происходить с обычным человеком. Но прежде чем они успевают разобраться, рядом с ними появляется черная магическая бабочка. Муи, демонстрируя свои навыки, уничтожает ее выстрелом, объясняя, что это был шпион и что им нужно как можно скорее уходить. И как только они собираются уходить, появляется Сугана и просит Муи пойти с ней. Муи, расстроенная, отчаянно пытается заставить брата вспомнить и понять, что они на одной стороне, но появляются еще трое, готовые усложнить жизнь нашему дуэту. Несмотря на то, что все это ново и непонятно для Такаши, он решает стоять на своем. Своим деревянным мечом он показывает, что хоть он и не обученный маг, но отлично владеет боевыми искусствами. Ему удается неплохо защищаться, он даже наносит удар по груди противника, что приводит того в ярость и ломает меч пополам. В разгар хаоса Такаши обнаруживает, что у него есть скрытая сила, которая позволяет ему предугадывать движение противника. С помощью этой силы он обезоруживает врага и дает себе ему и возможность сбежать. Тем временем Кадзуми, друг Такаши, наблюдает за происходящим издалека и решает вмешаться. Он подходит к одной из девушек из вражеской группы, чтобы узнать, что происходит, но она начинает защищаться, готовая дать отпор. Вернувшись к Такаши и Муи, девушка извиняется за то, что втянула его в эту магическую заварушку, и признается, что случайно превратила его в мага. Сквозь слезы Муи объясняет, что она всего лишь хотела вернуть своего брата, но ситуация вышла из-под контроля. В этот момент Муи рассказывает Такаши о призрачных трейлерах, магической организации, которая промыла мозги ее брату и возглавляет революционное движение среди магов. Она также рассказывает, что учится в Академии магии Субару, где магов обучают тайным искусствам. Но прежде чем они успевают обсудить этот новый опасный мир, появляется Куруми, девушка Такаши, и злится, что он пропустил тренировку и теперь с другой девушкой. Ситуация становится еще сложнее, когда преследователи возвращаются и снова готовы сражаться. В хаосе Такаши узнает, что его противник обладает магическими способностями, позволяющими ему легко уклоняться от атак. В то же время Кадзуми пробуждает свои магические способности, окутывая себя пламенем, которое символизирует его новую разрушительную магию. Тем временем Такаши продолжает уклоняться от атак противника, используя свою способность предугадывать движение врага, пока наконец не решает, что пора заканчивать. Такаши зовет Муи на помощь. Пока он отвлекает противника, Муи готовит мощную магическую атаку. В нужный момент она выпускает ослепляющий луч света, оставляя врага беззащитным. Такаши пользуется моментом и наносит последний удар в горло противника, побеждая его раз и навсегда. Когда бой наконец заканчивается, мы решаем, что лучше всего отвести Такаши и его друзей в ее мир, где они будут в безопасности. Пройдя через волшебное зеркало, они попадают в мир магов, опустошенное и безлюдное место, которое сильно отличается от того, что они ожидали увидеть. По прибытии они понимают, что в этом новом и опасном мире все не так просто, и что их приключение только начинается. В таинственном уголке мира сварливый и довольно решительный волшебник раскрывает свой грандиозный план по уничтожению человечества и возвращению былой славы волшебного мира. Как при реставрации сада камней, но с меньшим спокойствием и большим хаосом. Тем временем наши юные герои оказываются в лазарете магической академии после ряда событий, о которых они, вероятно, предпочли бы забыть. К счастью, их раны заживают, и вскоре их приводят к директрисе Мамоке, которая встречает их улыбкой,
за которой, вероятно, скрывается многолетний магический стресс. В режиме «Расскажи мне историю» Момока объясняет историю волшебного мира. Оказывается, была Великая война, похожая на ту, что была в далекой-далекой галактике. Между призрачным трейлером, группой мятежных волшебников во главе с Казумой, могущественным парнем, который не особо любил людей. Казума, не особо переживая, попытался уничтожить всех людей с помощью супермощного заклинания. Но 15 волшебников с впечатляющими способностями объединили силы, чтобы остановить его. Мир разделился надвое. Один был уничтожен, спасибо Казуме, а другой, где мы сейчас, был спасен. Волшебники заключили договор, что-то вроде дерева мира, пообещав сражаться только в разрушенном мире, и победитель этой битвы получит право править миром живых. Кроме того, супермудрый волшебник, известный как Мудрец, изобрел заклинание, которое запрещало волшебникам использовать их древнюю, самую опасную магию в мире людей. Как предусмотрительно. Что касается Кадзумы, то никто не знает, что с ним случилось после того, как он произнес свое заклинание. Умер ли он, или погрузился в вечный сон. Тайна остается тайной. После этого урока истории Момока предлагает нашему юному герою выбор. Они могут присоединиться к ее команде, волшебному браслету, который стремится поддерживать мир между магами и людьми, или отказаться от своих магических способностей и вернуться к обычной жизни, где их будут волновать домашние задания и экзамены, а не смертельные заклинания. Поразмыслив, они решают остаться в академии, и Момока зачисляет их на первый курс, в класс С, самый низкий уровень. Именно здесь появляется Му, звездный маг из класса С, которого тоже понизили до класса С, в наказание за то, что он в одиночку пытался спасти своего брата. Вернувшись в академию, Му проводит мальчиков в их общежитие, а Куруми, наша девушка с серьезным случаем ревности, ссорится с главным героем. Тем временем в человеческом мире мать Такэши собирает его вещи, а его брат Яку жалуется, что Такэши эгоистично перевелся в другую школу, никому ничего не сказав. Его мать, всегда практичная, говорит ему сосредоточиться на экзаменах, как будто экзамены самое опасное в его жизни. В академии студенты посещают свой первый урок магии, где им нужно продемонстрировать свои способности и аспект, то есть особые предметы, которые направляют их магию. Именно здесь мы узнаем, что у нашего главного героя, конечно же, нет аспекта. Его магия неуловима, то есть он еще не нашел свой идеальный аспект. Учительница, которая явно не хочет никаких сложностей, говорит Муи отвезти его в магазин, чтобы он нашел свой аспект. По дороге Муи рассказывает нашему главному герою о своей семье, очень престижной семье магов, которые очень серьезно относятся к понятию чистокровности. Когда они приходят в магазин, их встречает Кату, пожилой мужчина, который заведует оружейной академией. Судя по его улыбке, у него, наверное, больше секретов, чем оружие. Пока они ищут оружие, подходящее Такэси, который занимается кёндо, они находят японский меч, который оказывается реликвией, принадлежавшей одному из 15 магов, победивших Кадзуму. Этот меч, названный Сумеречным, зачарован магическим кругом предыдущего владельца, что делает его магической бомбой замедленного действия. Но при этом невероятно мощным, если Такэси сможет его контролировать. Но тут начинается самое интересное. Без всякого предупреждения Кату нападает на Такэси. Да, дружелюбный старик из магазина внезапно сходит с ума и нападает на него, вынуждая бедного парня защищаться как только может. Во время боя меч начинает поглощать энергию Такэси и испускает фиолетовую ауру. Удивительно, но меч еще и пистолет. После напряженной битвы Такэси удается освоить сумеречный меч, что, по словам Кату, означает, что теперь он может использовать его в полную силу. Если использовать его правильно, он может высвободить невероятную силу. Кату также упоминает, что меч может использовать специальные пули, которые поглощают магию других магов, или может быть использован в бою, что дает Такэси преимущество в битве. В аниме мы узнаем, что бывший владелец сумеречного меча отказался от магии, чтобы жить как обычный человек, и именно он назвал меч. После этого испытания Такэси возвращается в класс с Муи, более сильным и готовым ко всему. Тем временем в другом месте мы видим, как таинственный мужчина подбирает женщину в своей машине. Она утверждает, что убила нескольких членов организации «Волшебный браслет» в недавней битве, а затем они оба исчезли в вспышке телепортации, давая понять, что их ждет спящий принц. Позже наши главные герои серьезно взялись за дело и решили тренироваться так, будто завтрашнего дня не будет. Они начали практиковаться в магии, не жалея сил, каждый день после занятий в академии, посещая дополнительные уроки. Они хотят как можно быстрее овладеть своими силами и не жалеют усилий для этого. Тем временем Муи и Сашима разговаривают в раздевалке. Муи с обычной улыбкой приглашает Исошиму сходить с ней к известной гадалке в этом волшебном мире, потому что у нее есть 2 билета. Сначала Исашима отказывается, потому что ревнует Муи, но любопытство берет верх, когда Муи упоминает, что гадалка может предсказать ее личную жизнь. И, конечно, кто устоит перед возможностью узнать, постучится ли любовь в их дверь. После этого разговора девушки идут на урок физкультуры. По дороге они замечают, что в воздухе повисло напряжение, и это не из-за растяжки. Кажется, они начинают испытывать чувства к главному герою, что только добавляет драматизма. Затем они встречают Такаши и Кадзуми и болтают обо всем, что произошло. Но это длится недолго,
потому что мимо проходят двое студентов и, увидев Муи, начинают оскорблять ее брата, называя его предателем. Муи расстроена и хочет исчезнуть. Как будто драмы было недостаточно, их учитель Муджи объясняет, как устроены сообщества в этом мире. Мы узнаем, что существует 50 сообществ, 7 из которых самые крупные и важные, включая волшебный браслет. Муи объясняет, что у каждого сообщества своя идеология и свой взгляд на вещи, и не все они ненавидят трейлер с привидениями одинаково сильно. К сожалению для Муи, многие ученики считают ее брата предателем, поэтому и относятся к ней плохо. Это вызывает у главной героини горькие воспоминания о том, как ее брат Геку тоже называл ее предателем, и она прекрасно понимает, что чувствует Муи. Позже, когда она возвращается в класс, Хикаши заходит в комнату и видит, что несколько парней рассматривают фотографии, которые они сделали с Исашимой. Он в ярости отчитывает их и заявляет, что он ее парень. Это слышит Майи, которая в этот момент заходит в комнату. Майи, удивленная и немного обиженная, извиняется перед Такаши за то, что не знала, что они с Аошимой встречаются, и убегает, явно расстроенная. После этого Муи избегает Такаши на следующем уроке, а Аошима со смешанными чувствами наблюдает за ними издалека. Затем наступает ключевой момент с гадалкой. Аошима получает плохие новости. Гадалка говорит ей, что Такаши может заинтересоваться другой девушкой. Это приводит Аошиму в ярость и вызывает беспокойство. Во время признания Муи гадалки она рассказывает, что они с Такаши случайно поцеловались в медпункте, что только подливает масло в огонь. В отчаянии Аошима бросается искать Такаши и, найдя его, пытается поцеловать, но он останавливает ее. Услышав ее жалобы, Такаши просит ее перестать притворяться, что они пара, и это разбивает Аошиме сердце. После этого горького разговора Аошима решает полностью игнорировать Такаши и пропускает тренировку на 3 дня. Муи, обеспокоенная, подходит к Такаши, чтобы спросить его об этом, чувствуя себя виноватой. Однако Такаши говорит ей, чтобы она не волновалась. Тем временем Аошима наблюдает за ними издалека, не зная, что делать. Позже Исашима и Муи вместе принимают ванну, и Исашима пытается выяснить, действительно ли Муи нравится Такеши. Не получив ответа, на который она надеялась, она уходит, явно расстроенная. Когда она идет по коридору, к Аошиме подходит молодой человек и приглашает ее на свидание. Она все еще думает, что она девушка Такеши, и отказывает ему. Но молодой человек говорит ей, что знает, что они с Такеши больше не пара, и снова пытается пригласить ее на свидание. Аошима снова отказывает ему, но молодой человек в отчаянии хватает ее за плечо, что вызывает у Аошимы приступ паники. К счастью, вовремя появляется Такеши и прогоняет парня, а Аошиму успокаивает. Так мы узнаем их секрет. Такеши и Аошима уже давно притворяются парой. Оказывается, что Аошима, будучи очень привлекательной девушкой, часто сталкивалась с навязчивыми поклонниками, и Такеши предложил притвориться ее парнем, чтобы отпугнуть их. Они договорились, что перестанут притворяться, если кто-то из них влюбится в другого. В этот момент Такеши уверяет Аошиму, что он никогда не хотел, чтобы она его игнорировала, и что он всегда заботился о ней. Аошима признается, что думала, будто он ее не любит, но Такеши это отрицает. Тем временем Яку и его мать ужинают и разговаривают о Такеши. Неожиданно Геку говорит, что, возможно, пора помириться с братом. Так мы узнаем причину ненависти Геку. Он тоже был влюблен в Исошиму. И когда он узнал, что Такаши притворялся ее парнем, он пришел в ярость. Это привело к тому, что он попал в аварию, которая оставила глубокий след в его душе. Хотя неясно, знал ли Такаши о чувствах своего брата, очевидно, что Геку очень обижен. Наконец мы видим, что Такаши и Исашима помирились и готовы продолжать притворяться парой, а Муи наблюдает за ними издалека, держа в руках билет к гадалке. Исашима, с другой стороны, все еще сомневается и думает, не попросил ли Такеши вернуться к ней или что-то в этом роде. Остается главный вопрос: в кого на самом деле влюблен Такаши? Позже мы видим, как Муи пробирается сквозь тени разрушенного мира, осторожно продвигаясь вперед, пока не оказывается перед гадалкой. Эта загадочная фигура с недобрым выражением лица и полными тайны глазами холодно отвечает на вопросы Муи. С тяжелым сердцем Муи умоляет ее рассказать о местонахождении ее пропавшего брата, и гадалка со зловещей улыбкой указывает ей путь, по которому она должна идти. На следующий день, во время интенсивных тренировок, Кадзуми пытается освоить продвинутую технику, вкладывая свою магию в пулю, чтобы помочь Такеши, нашему главному герою. Однако задача кажется почти невыполнимой. Она все еще недостаточно контролирует свои силы. Такеши, осознав свои собственные ограничения, замечает, что он тоже еще не полностью овладел своими способностями. Он знает, что должен тренироваться усерднее, чтобы эффективно использовать специальный патрон в своем мече, который может сыграть решающую роль в предстоящей битве. Внезапно на сцене появляется Аошима, бледная от волнения. Добежав до парней, она сообщает им ужасную новость. Муи пропала.
На столе у Оошимы он нашел странную карту с несколькими перечеркнутыми местами. Услышав об этом, Такаши, не раздумывая, сообщает об этом учителю, надеясь на решение проблемы. Но учитель ничем не может помочь, и Такаши, не слушая никаких предупреждений, решает действовать самостоятельно. Сначала друзья отговаривают его от такого безрассудного поступка, но в итоге они присоединяются к нему, готовые ко всему. Группа пробирается мимо охраны Академии и решительно проходит через портал, который переносит их в разрушенный мир. По прибытии их встречает загадочная фигура. Таинственная ведьма, которая спокойно сидит на бревне и смотрит на них пытливым взглядом. Она спрашивает, что они делают в этом пустынном месте. Юноши объясняют, что ищут свою подругу, но ведьма холодным голосом говорит, что не видела ее и не может позволить им пройти. Внезапно в небе появляется черное облако и выпускает темную субстанцию на группу. К счастью, их защищает магический барьер, который отражает атаку. Вскоре мы узнаем, что это ведьма, страж портала, и что есть другие, такие же, как она, которые охраняют проходы, соединяющие мир живых с разрушенным миром. Внезапно темная масса, столкнувшаяся с барьером, превращается в человеческую фигуру. Прежде чем парни успевают понять, что происходит, фигура сгорает в огне другого волшебника, который появляется из ниоткуда, оставляя группу в полном недоумении. Недолго думая, Такаши решает последовать за новым нападавшим, оставив друзей и магический барьер. В это время Муи стоит лицом к лицу со своим братом, отчаянно пытаясь заставить его вспомнить ее, борясь с горькой реальностью, что его разум был подчинен чужой воле, а воспоминания стерты. В этот момент мы понимаем, что гадалка предала ее, заманив в ловушку. Несмотря на все ее усилия, брат остается непреклонным и с холодной отстраненностью начинает душить ее, пока она не теряет сознание. В этот момент на место происшествия прибывают Таши и остальные в ужасе от происходящего. Разъяренный Тахи бросается на брата Муи, требуя объяснить, почему он так поступает. Однако его атака легко блокируется, и враг использует магию льда, чтобы без труда сбить Таши с ног. Брат Муи, проявляя безжалостную жестокость, решает прикончить Таши, заключив его в ледяную тюрьму. Когда Таши вот-вот поймают, Кадзуми, совершая героический поступок, бросается на Таши, жертвуя собой, чтобы спасти его. Таши решительно встает и бежит к Муи, готовый защитить ее любой ценой, уклоняясь от магических атак противника. Тем временем у Кадзуми заканчивается кислород в ледяной тюрьме, и Таши оказывается в безвыходном положении. Он понимает, что у него не хватит навыков, чтобы справиться с могущественным врагом. Брат Муи снова использует магию, намереваясь покончить с Таши. Но наш герой, проявив смекалку и храбрость, использует свои способности предвидения, чтобы предугадать траекторию снарядов и перенаправить их в ледяную тюрьму, освобождая Кадзуми. Таши остается невредимым после атаки, и команда готовится к последней попытке победить. Таши просит своего товарища исцелить Муи и предлагает Кадзуми использовать магическую пулю, которую они пытались создать, пока он отвлекает врага. Сражение становится все ожесточеннее. Такаши уклоняется от ледяных атак и контратакует при любой возможности, но ему не хватает навыков, чтобы поддерживать защитные заклинания, и он получает сокрушительный удар. Тем временем девушки, к которым вернулась Муи, помогают Такаши отразить последний удар врага. Казуи же направляет всю свою энергию на создание магической пули. Когда патрон в пистолете готов, Такаши заряжает пулю, и его оружие окутывает пламя. Когда барьер ведьмы разрушается, Хиши выпускает мощную огненную волну в сторону противника, поражая его и заставляя упасть на землю. Муи пытается подбежать к брату, но Такаши останавливает ее, предупреждая, что бой еще не окончен. Внезапно появляется Кипи, член призрачного трейлера, и, заметив других магов, решает забрать брата Муу. Позже в Академии молодых людей строго отчитывает директриса, которая только что вернулась с битвы. Во время выговора директриса требует, чтобы они пообещали больше никогда не покидать Академию подобным образом. Однако Тек отказывается, объясняя, что он знает, что Муи будет пытаться спасти брата, и что он не может оставить ее одну в этой миссии. Директриса удивляется его стойкости и решимости. В конце концов, она решает дать ему шанс доказать свою ценность. В другом месте мы видим, как мужчина отдыхает, а Кипи и гадалка обсуждают произошедшее. Они сожалеют, что не смогли захватить и убить его, потому что в решающий момент вмешался носитель сумеречного меча. В этот момент мы узнаем истинную личность гадалки. Это Вайолет, преподавательница Академии Субару, которая долгое время работала в тени, чтобы раскрыть личность юноши, владеющего могущественным мечом. Со временем рядом с Академией появилось ассирийское здание, созданное с помощью иллюзорной магии. Это необычное место, это тренировочная площадка, где студенты должны использовать все свои знания и навыки, чтобы преодолеть колоссальные препятствия. Здесь директриса предлагает Такаши и его друзьям уникальную возможность спасти брата Му. Но для этого им нужно сначала успешно пройти испытания на тренировочной площадке.
Первое испытание, с которым сталкивается Такаши, это проверка его магических навыков. Его задача — пройти через город полный опасностей и добраться до церкви на другой стороне. Но путь усеян роботами, которые безжалостно стреляют во все, что движется. Решительно Такаши продвигается вперед, уклоняясь от атак и сражаясь с врагами. Во время своего путешествия он неожиданно встречает Такао, пользователя магии уклонения, с которым он уже сражался раньше. Такаши инстинктивно готовится к бою, но приблизившись, понимает, что Такао его не узнает и полностью игнорирует. Сбитый с толку, но не теряя времени, Такеши продолжает свою миссию. Тем временем учитель и директриса внимательно наблюдают за действиями Такеши. Именно в этот момент раскрывается страшная тайна. После того, как Такао был схвачен в предыдущей битве, они стерли его память, заставив его думать, что он просто еще один студент Академии. Вот почему Такао не помнит Такеши. По мере прохождения испытания каждый член команды сталкивается с трудностями, специально подобранными в соответствии с их типом магии, что заставляет их выкладываться на полную. За пределами здания над студентами нависает тень Вайолет. Вместе со своими магами она решает вмешаться, используя свою темную магию, чтобы развеять иллюзии, окутавшие город. Внезапно все ученики падают на нижний этаж, где прямо рядом с Куруми появляется гигантский голем. В отчаянии Куруми пытается защититься, но чудовище слишком сильное. К счастью, в последний момент появляется Такао и спасает ее от гибели. На лице Куруми отражается то же удивление, что и на лице Такаши, когда он увидел Такао, но у них нет времени поговорить. К несчастью, Такао выбывает из испытания из-за травмы, полученной от голема. Встретившись снова, группа анализирует ситуацию и решает продолжить путь, углубляясь в лабиринт на этаже, где они оказались. Пройдя немного вперед, они сталкиваются с гигантским големом, который спускается с неба, преграждая им путь. Хотя они сначала думают, что легко справиться с ним, они вскоре понимают, что монстр усилен темной магией и их атаки бесполезны. В последней попытке они решают использовать магическую пулю, заряженную Кадзуми. Пока монстр отвлекает голема, Такеши готовится нанести сокрушительный удар. Ему наконец удается зарядить свое оружие и нанести огненный удар, который разрезает голема пополам. Побежденное существо превращается в магическую карту, которая возвращается к своей создательнице Виолетте. Понимая огромную силу сумерек, Виолетта решает, что должна вернуть их себе, намекая, что она была изначальной владелицей меча. После напряженной битвы медсестра осматривает директрису, и они обсуждают произошедшее. Несмотря на трудности, Такеши и его команда справляются со всеми испытаниями и достигают цели. Позже, во время занятий, между Куруми и Таши разгорается небольшой спор. Куруми настаивает, чтобы Таши поехал домой на Новый год и встретился со своим братом Гейко, но Таши категорически отказывается. Его семья — это больная тема, и он не хочет возвращаться в реальный мир. Неожиданно к Куруми приходит Гейко, брат Таши. Во время их встречи Гейко предлагает Куруми сходить в храм и купить амулеты. Из разговора становится понятно, что Куруми и Таши все еще притворяются парой, но Гейко уверяет ее, что в этом больше нет необходимости, так как он скоро присоединится к ним в академии. Затем мы узнаем, что Киппи и Суги — те, кто привел Гейко сюда, и, похоже, они что-то замышляют. Тем временем Таши усердно тренируется вместе с Муэ. После изнурительной тренировки Киппи начинает вести себя странно, проявляя необычную нежность к Таши. Заметив, что у нее жар, Таши решает отвезти ее в общежитие, чтобы она отдохнула. Как только он уходит, Вайолет пользуется случаем, чтобы пробраться внутрь и взять прядь волос Таши, чтобы проанализировать их и узнать больше о том, как он получил сумеречный меч. В общежитии Муи становится еще более ласковой, заставляя Таши лечь с ней в постель, чему позавидовал бы любой парень. Однако Таши, чувствуя себя неловко и понимая возможные последствия, пытается улизнуть. В этот момент приходит Куруми и, неправильно истолковав ситуацию, в ярости вытаскивает Таши из комнаты. Муи, смущенная и не понимающая, что происходит, только усугубляет ситуацию, и Куруми в итоге начинает плакать. В расстроенных чувствах Куруми использует магию своего тела, превращаясь в младенца, и продолжает плакать. Обеспокоенный Муи находит Такеши и рассказывает ему о ситуации. Однако Такеши, явно уставший от напряжения, дает понять, что ему все равно, что будет с Куруми. Наконец он признается Муи в том, что их отношения были фальшивыми, и предлагает прекратить притворяться, потому что Куруми пора научиться справляться со своими проблемами самостоятельно. Проходят месяцы, и отношения между Такеши и Куруми остаются напряженными, словно между ними постоянно висит какая-то тень, угрожающая разрушить их дружбу. После нескольких недель тщательного планирования Академия наконец обнародовала свои
свою смелую стратегию по спасению брата Муи, Сугаонёши. Этот рискованный план, который должен был осуществиться через 2 месяца, вовлекал Такеши и его друзей в миссию, которая проверила бы не только их магию, но и их храбрость и решительность. Настал день операции, и группа собралась в кабинете директрисы. С серьезным выражением лица директриса протянула Муи специальную магическую пулю, предназначенную для подавления магических способностей ее брата без вреда для него. Эта пуля была необходима для того, чтобы поймать его и вернуть целым и невредимым. Директриса торжественно использовала свою темную магию, чтобы создать межпространственный портал, ознаменовав официальное начало спасательной операции. Команда вместе с заложниками Такао и Хатару прошла через портал и оказалась в неизвестном месте. Двое заложников, захваченных некоторое время назад, находились под строгим наблюдением и были лишены формы, что явно свидетельствовало о недоверии к ним. По прибытии их встретила темная машина, из которой вышли загадочные Кипи и Суги, которые, казалось, знали все детали плана. Целью Академии был обмен заложниками. Такао и Хатару должны были быть переданы в обмен на брата Муи. Такой поворот событий поверг меня в панику. Я не мог понять, что происходит. Тем временем Такао, прекрасно осознавая свою роль, не сопротивлялся. Воспользовавшись моментом затишья перед обменом, Куруми подошла к Такао, чтобы поблагодарить его за спасение. Такао с серьезным видом посоветовал ей стать сильнее, чтобы ей больше не пришлось плакать в одиночестве, и в качестве последнего жеста протянул ей таинственный артефакт, который мог бы ей очень помочь в будущем. Обмен состоялся, и Такао с Хатара сели в машину Кипи, а Суганши приготовился к битве с группой Таши. Тем временем директриса и Кипи исчезли в портале, оставив Такаши и его команду сражаться с Суганши. Они знали, что это будет нелегкий бой, поэтому подготовились, используя защитные и усиливающие заклинания. С самого начала битва была жестокой, и медсестра группы продемонстрировала свое мастерство, отражая магические атаки противника. Двое охранников призвали гигантский магический ключ, создав огромную пустоту под ногами Суганши, заставив его бежать по городу, пока группа преследовала его. Пока Такаши и его команда сражались, директриса вступила в параллельную битву с Кипи. Из разговора с Максом стало ясно, что когда-то они были товарищами, но время превратило их во врагов. Момоко, директриса, призналась, что помимо обмена ее истинной целью было отомстить за смерть товарища, и она подозревала, что это связано с Кипи. Хотя Кипи отрицал свою причастность, напряжение быстро переросло в жестокую схватку. Момоко атаковала Кипи с помощью темной магии и порталов, чтобы запереть его в пустоте, где она обстреливала его разрушительными магическими снарядами. Несмотря на тяжелые ранения, Кипи смог выстоять полной решимости продолжать бой. Но его тело быстро слабело из-за заклинания Момоки, и Кипи начал сомневаться в ее истинных намерениях, увидев зловещее предзнаменование. Казума, колдун, который когда-то разрушил мир, вот-вот должен был пробудиться, и вместе с ним раскроется правда о Момоке. Времени оставалось все меньше, и Момоко решилась на отчаянный шаг. Создала портал в космос, чтобы отправить Кипи туда. Но Кипи, собрав остатки магии, сопротивлялся. Тем временем тело Момоки продолжало разрушаться. Неожиданно одна из машин, проезжавших мимо, оказалась затянута в портал, унося с собой Кипи, а Момоко осталась лежать на берегу, раненая и на грани смерти. Вернувшись к Такаши и его команде, они отправились на поиски Суганёши и добрались до ледяного замка, величественного сооружения, созданного их врагом. Они решили использовать огонь Казуми, чтобы разрушить крышу и войти внутрь, но замок был полон смертельных ловушек. Когда они попытались разрушить крышу магической пулей, Казуми отвлекся, и меч Такаши взорвался, отбросив его в сторону. Муи, думая о своем брате, попыталась разрушить крышу, и Такаши забеспокоился о ее безопасности. Вспомнив, как его брат Дзика и Муи вели себя с Суганёши, Такаши обрел новую решимость. Он попросил Казуми освободить его из ледяной тюрьмы более мощной атакой. Казуми хоть и неохотно согласился и выпустил мощную огненную волну, а Такаши приготовился к финальной битве. Муи, увидев брата, попыталась достучаться до него, говоря о своей любви и надеясь пробудить его воспоминания. Но Суганёши, погруженный в свои страдания, отреагировал агрессивно, сбил Муи с ног и приготовился ее уничтожить. В последний момент Такаши и Кадзуми подоспели на помощь, окутанные пламенем. Они снова попытались уговорить Суганёши, сказав, что хотят видеть его счастливым. Слезы Ми наконец-то растопили лед в сердце ее брата, и он вспомнил свою жизнь с ней. Это привело его в состояние эмоционального потрясения. Группа, понимая, что другого выхода нет, приготовилась использовать магическую пулю. Суганёши, не контролируя себя, набросился на них, и Муи выстрелила в брата, попав точно в цель. Это его обездвижило. Позже выяснилось, что Момоко выжила в битве с Кипи и сейчас находится под присмотром медсестры. Наконец Муи воссоединилась с братом, который очнулся в спокойном состоянии. Она крепко обняла его и сквозь слезы попросила больше никогда не оставлять ее.
Тем временем Кипи тоже выжил и воссоединился со своими приспешниками, чтобы продолжить свой темный план. Бали, один из лидеров, насмехаясь над Кипи за то, что тот потерял Сугаонёши, безжалостно убил двух мужчин, сопровождавших женщину, и сказал, что Кипи им больше не нужен, потому что они нашли ему замену. В финальной сцене появляется Гейка, брат Такаши, и это говорит о том, что в этой игре за власть и магию еще не все закончилось. Через некоторое время после недавних событий наш главный герой просыпается в месте, которое не поддается описанию. Он парит над океаном ярко-красного цвета. Это сюрреалистичное видение, которое кажется вырванным из ночного кошмара. Пытаясь понять, где он находится, он видит, как Исошиму ловит и пожирает чудовищное существо, отвратительное и непостижимое. Но как только ужас достигает апогея, Такаши резко просыпается в своей комнате, весь в поту и с бешено колотящимся сердцем. Комната тускло освещена, и хотя он пытается снова заснуть, его не покидает чувство, что происходит что-то странное. Сумрак, его меч, кажется, высасывают из него часть жизненной энергии, а рядом с ним появляется загадочная женская фигура, которая пристально наблюдает за ним, пока он спит. На рассвете Такаши и его друзья возобновили тренировки, но на этот раз с неожиданным союзником, братом Муи, очень сильным магом, который вызвался помочь им в их стремлении стать лучше. Под его руководством ребята выкладываются больше, чем когда-либо, осваивая новые техники и укрепляя свои способности. После изнурительной тренировки Такаши и Муи проводят вместе немного времени, и она, заметно смущаясь, дарит ему подарок на День Святого Валентина. Такаши, удивленный, но довольный, принимает подарок с искренней улыбкой. Вскоре Сугаши тоже дарит ему подарок, проявляя неожиданную доброту. Этот жест позволяет нам увидеть харизматичную натуру Такаши, которая, кажется, завоевывает сердца всех вокруг. Ситуация становится еще более интригующей, когда выясняется, что Муи и Куруми вместе приготовили подарки, добавляя загадочности происходящему. В атмосфере товарищества Такаши снова вспоминает свой кошмар, но решает не зацикливаться на нем, а сосредоточиться на повседневных мелочах. Однако в ту же ночь он снова видит тревожный сон, на этот раз с Муи, которая падает в пустоту, пытаясь поймать пудинг. Он снова просыпается в холодном поту. Пытаясь избавиться от чувства надвигающейся беды, он выходит в коридор подышать свежим воздухом и встречает Тецуши, который, заметив его встревоженное лицо, советует ему обратиться к медсестре Юу, предполагая, что кошмары могут быть вызваны магией. На следующий день реальность начинает пугающе совпадать с видениями Такаши. Вэй попадает в аварию, спотыкается, когда бежит за пудингом, и повреждает ногу. Совпадение слишком близкое к тому, что видел Такаши во сне. Его тревога усиливается, когда он внезапно теряет сознание без всякой видимой причины. Когда он приходит в себя, то оказывается в больнице под присмотром Худы, который ставит ему диагноз переутомление и недостаток сна. Но беспокойство не проходит, и медсестра настаивает, чтобы он отдохнул, и приказывает не вставать с постели до конца дня. Во время отдыха Такэси снова снится кошмар. На этот раз он видит Кипи в компании загадочной девушки, которая появилась рядом с его кроватью. Ситуация становится критической, и медсестра, услышав стоны молодого человека, находит его в состоянии глубокого отчаяния, его магия истощается из-за появления сумрака. Таинственно исчезнув, как и появилась, девушка исчезает до того, как Худа успевает вмешаться. Серьезность ситуации становится ясна, когда медсестра объясняет, что его кошмары – это видения будущего, вызванные магией, и что сумрак в человеческом обличье высасывает его энергию, чтобы выжить. Предупреждение звучит угрожающе. Если он продолжит изнурять себя, его жизнь окажется в опасности. Вместо того, чтобы прислушаться к предупреждениям, Такэси с безрассудной решимостью решает продолжать использовать меч, чтобы исследовать свои видения, убежденный, что сможет предсказывать будущее. Узнав о его решении, Мамока, главная горничная, предупреждает Такаши, что если он продолжит в том же духе, то она лично позаботится о том, чтобы сумрак забрали у него. Однако, когда Такаши говорит, что хочет победить сумрак во сне, Мамока меняет тактику и предлагает ему сразиться с сумраком в его снах, чтобы остановить утечку энергии. Директриса и медсестра погружают Такаши в глубокий сон и защищают его тело магической аурой, пока он сражается с сумраком во сне. В этом сюрреалистичном мире Муи, проявив храбрость, присоединяется к Такаши, чтобы вместе сразиться с сумраком. Но битва быстро оборачивается против них. Способность сумрака поглощать всю магию вокруг себя дает ей огромное преимущество. Несмотря на все усилия, Муи становится жертвой точного удара, который выводит ее из строя и истощает ее энергию до предела. Такаши, ослабленный и на грани поражения, думает сдаться. Но в этот момент отчаяния он вспоминает слова Мамоки о связи между владельцем и его оружием, и это заставляет
заставляет его задуматься о своей связи с Сумраком. Неожиданно Такаши извиняется перед Сумраком, признавая свою неудачу и не давая ей того, чего она больше всего хотела — имени. Хотя Сумрак сначала кажется равнодушным к проявлению эмоций, очевидно, что поступок Такаши глубоко тронул ее. В знак признания и уважения он решает назвать ее Тава. Этот поступок сострадания и понимания оказывает мгновенное воздействие на Сумрак, который перестает быть агрессивным и снова превращается в меч. Но теперь с более крепкой связью со своим владельцем. В реальном мире Геку, не зная о событиях и мечтах Такеши, сообщает его матери, что его приняли в ту самую школу, куда он так хотел попасть, где учатся его брат и девушка, которая ему нравится. Через месяц после стычки с Тао и Такаши, найдя новый способ сосуществовать со своим мечом, Такеши вместе с Куруми отправляется в то самое место, куда они всегда хотели пойти. И, наконец, покупает сладости, которые они так давно хотели попробовать. Во время разговора выясняется, что Такаши до сих пор иногда снятся кошмары, но он смог найти общий язык с Тавой, превратив конфликт в мирное сосуществование. Время идет, и Такеши с друзьями переходят на второй курс академии, где полным ходом идет подготовка к встрече с новыми студентами. В этом контексте Такеши и Куруми были назначены в группу по встрече новых студентов, которые только начинают учиться в академии. Среди этих студентов была Футаба, младшая сестра Кадзуми. Футаба случайно получила магические способности из-за инцидента, который произошел между Кадзуми и ее сестрой. Кадзуми намеренно сожгла прядь волос сестры, что пробудило ее скрытые способности. Юная Футаба представилась с изяществом и очарованием, которые сразу же покорили Такеши и Куруми, которые почувствовали мгновенную связь с ней. После знакомства Футаба ушла с братом, а Такеши продолжил свои обязанности, но его мысли были заняты недавним разговором. Вскоре после этого внезапно появился Гейка, с улыбкой глядя на Такеши и Куруми, и сказал, что тоже будет учиться в академии в этом году. Такеши был явно удивлен и не смог удержаться от вопроса, как его брат получил магические способности. Однако Гека просто уклонился от ответа, не вдаваясь в подробности, и ушел. После этой встречи у Такаши осталось неприятное чувство, которое не покидало его несколько дней. Он ничего не слышал о своем брате, пока они случайно не встретились в академии у горячих источников. Ика дружелюбно позвал Такаши присоединиться к нему. И хотя главный герой согласился, между братьями повисло неловкое молчание. Но как только Такаши повернулся к нему, его охватило тревожное видение, наполнившее его страхом. Несмотря на это, он решил не обращать внимания на видение и сосредоточиться на моменте, когда он общался с Ика. Со временем Такеши и Джика начали восстанавливать свои отношения, тренируясь вместе и создавая новые связи, которые показывали, что прошлые обиды были забыты. Однажды после интенсивной тренировки Такеши отправился в столовую пообедать со своими друзьями. Пока они наслаждались едой и беседой, профессор Макото подошел к Такеши и попросил поговорить наедине. Во время разговора Макото выразил беспокойство по поводу Гека, упомянув, что его образ мыслей, похоже, не совпадает с образом мыслей Такеши. Профессор предположил, что Такеши, как старший брат, должен попытаться направить его и показать хороший пример. Пока Макото говорил, Такеши понял, что профессор использует визуальную технику, но прежде чем он успел спросить об этом, Макото ушел, оставив его в недоумении. В ту ночь кошмары, мучившие Такеши, усилились. Ему снились тревожные образы друзей и семьи, но больше всего его беспокоили образы брата Гека и Тавы. В этих видениях Гека обвинял Такаши в том, что тот не извинился перед ним, и требовал компенсацию, угрожая отобрать у Такаши все, включая Куруми и Таву. Проснувшись в холодном поту, Таши понял, что он не один. Из окна за ним молча наблюдал Кипи. Присутствие пожилого мага вызвало у Таши защитную реакцию, он схватил меч и приготовился к бою. Однако Кипи дал понять, что не собирается драться. Он хотел поговорить с Такаши о чем-то очень важном. Глубоким и серьезным голосом Кипи начал рассказывать правдивую историю о гильдии волшебников, которая много веков назад правила миром. По словам Кипи, гильдия волшебников сговорилась хладнокровно уничтожить всех магов, которые не принадлежали к их организации, под предлогом того, что магия — это божественный дар, доступный только избранным. История Кипи продолжилась, и он рассказал, что Казума, известный как Разрушитель мира, был его одноклассником в академии. Казума был очень талантливым магом, настолько впечатляющим, что гильдия волшебников пыталась его завербовать. Однако идеалы Казумы противоречили идеалам организации, и он отказался вступать в нее, предпочитая использовать магию по своему усмотрению.
Отказ Казумы привел к тому, что гильдия волшебников приняла решительные меры и похитила родителей молодого человека, чтобы шантажировать его. Эта ошибка привела к трагедии, потому что Казума в порыве ярости и отчаяния сотворил мощное заклинание, которое уничтожило представителей гильдии волшебников. Но он не смог спасти своих родителей, которых вскоре убили. С тех пор Казума основал Призрачный Трейлер, группу, которая яростно противостояла гильдии волшебников, собирая могущественных магов, пострадавших от гнета организации. Такаши, потрясенный услышанным, не мог не задаться вопросом, почему всегда говорили, что Кадзума был убийцей магов. Кипи объяснил, что Кадзума действительно убил многих магов, но только тех, кто был по-настоящему злым и причинял страдания на протяжении веков. По словам Кипи, Кадзума просто пытался положить конец злу в мире. Рассказ Кипи стал еще более личным, когда он упомянул последнюю Великую магическую войну, в которой Кадзума возглавлял Призрачный Трейлер в эпической битве. В разгар войны Кадзума столкнулся с Юко, матерью Такаши, которая была первой обладательницей Тавы. Кипи рассказал, что во время этой битвы Кадзума запустил мощный шар тьмы в Юко, но его атаку отразил Цукиёми, бывший товарищ Кадзумы, который предал его, влюбившись в Юко. Это предательство стало для Кадзумы сокрушительным ударом. Он проиграл не только битву, но и потерял своего лучшего друга. Кипи также признался, что Юко была его учительницей магии и одной из 15 великих магов, которые спасли мир в прошлом. Ошеломленный таким количеством информации, Такаши потребовал объяснить, почему Кипи рассказывает ему все это сейчас. Кипи прямо сказал, что пытается завербовать Такаши в Призрачный Трейлер, но молодой маг наотрез отказался присоединиться к ним. Однако Кипи не сдавался и попросил его хотя бы отдать Таву в знак уважения к любви Цукиёми к Юко. Когда Такаши снова отказался, Кипи угрожающе приблизился к нему, вынуждая его выбрать между вступлением в волшебный браслет и Призрачный Трейлер. Однако Такаши отступил, не в силах принять решение в тот момент. Перед уходом Кипи посоветовал Такаши поговорить с Момокой, чтобы узнать правду. Он сказал, что ее способность видеть будущее поможет ему узнать, что произошло на самом деле. После ухода Кипи Такаши очнулся в своей постели, как будто все это было сном. Но его особое зрение все еще работало, подтверждая, что все это было на самом деле. На следующий день Такаши пошел к директрисе, чтобы получить ответы о судьбе родителей Кадзумы. Директриса подтвердила, что Юко была волшебницей из Брейса, и что все, что Кипи рассказал ему о судьбе родителей Кадзумы, было правдой. Это открытие потрясло Такаши. Он не мог до конца осознать то, что узнал. Тем временем директриса, хоть и была обеспокоена, сказала, что каждый человек должен сам выбирать свой путь и принимать решения, не оглядываясь на прошлое. В другом месте Академии Кадзума крепко спал, а рядом с ним сидел Кипи. Великий маг ненадолго проснулся, но тут же снова погрузился в сон. Кипи, переполненный эмоциями, сообщил Виолетте, что Кадзума скоро проснется, но им нужно еще немного времени, чтобы подготовиться. Прошло несколько месяцев в ожидании, и, наконец, настал долгожданный момент. Окончательное пробуждение Кадзумы. В напряженной и торжественной обстановке все его подчиненные собрались вокруг него. Они с тревогой смотрели на него, ожидая возвращения своего могущественного лидера после стольких лет. Когда наступил час, все вокруг стало почти осязаемым, наполненным смесью волнения и предвкушения. Наконец, словно последние песчинки в часах, отсчитывающих время до конца света, Казума, который спал глубоким сном долгих 17 лет, пробуждается с невероятной силой, вызывая мгновенную реакцию у своих последователей, которые не могут сдержать волнения и нетерпеливо спрашивают, что же будет дальше в их бесконечной борьбе. С невозмутимым видом, от которого напряжение в воздухе только усиливается, Казума говорит им, что они уже знают, что им нужно делать. И так начинается Вторая Великая магическая война, событие, которое ознаменует новую эру хаоса и разрушений. Позже, во время обычного урока, Такеши чувствует, как по его спине пробегает холодок, словно рядом находится что-то зловещее. Интуиция подсказывает ему, что вот-вот случится что-то ужасное, и он, не раздумывая, приказывает всем немедленно пригнуться. Через несколько секунд звук разбивающихся окон наполняет воздух, и раздается нарастающий гул, когда на сцене появляется гигантский красный дракон. Тот самый, что появлялся в тревожных видениях Такеши. Пламя дракона освещает небо, а перепуганные ученики выбегают из класса в отчаянной попытке спастись от огня. В коридорах Академии царит хаос, когда Такаши и остальные осознают ужасную правду. Академия подверглась нападению. Батальон вражеских магов проник на территорию, сея разрушения и оставляя за собой след из смертей. Несколько студентов погибли в жестокой засаде. В это время Казуми, который отправился на поиски своей сестры, был сбит с ног взрывом и потерял сознание. Тем временем наш главный герой бежит, отчаянно пытаясь найти своего брата, а Муи параллельно пытается найти Суганши.
Коридоры превратились в импровизированное поле боя. И в душераздирающей сцене профессор Макото, ветеран многих войн, бежит по коридорам, когда его внезапно пронзает смертоносный клинок. Обернувшись, он видит нападавшего Гекко, который наконец раскрыл свои истинные намерения. Профессор не успевает опомниться, как его жизнь обрывается. В это же время Ву оказывается в ловушке. Группа магов преграждает ей путь, и девушка готовится к бою, но вскоре понимает, что окружена врагами и находится в невыгодном положении. Первые атаки направлены на нее, но Му умело защищается, создавая магический щит. Однако один из магов, более хитрый, незаметно подходит к ней с мечом в руке и собирается нанести последний удар. В этот решающий момент, словно молния, появляется брат Муи и, не раздумывая, спасает сестру, уничтожая врагов с убийственной точностью. В другом углу Академии на Момоку-директрису нападают 3 мага, посланные специально, чтобы нейтрализовать ее силу. Директриса, известная своей хитростью, сразу же их узнает. Они из сообщества Пендрагон, одной из 7 великих магических организаций, которые теперь объединились с призрачным трейлером. Не теряя времени, Момока достает кинжалы, готовясь к бою. Один из магов использует особое оружие и говорит о нулевом давлении. Атаке, которая создает своего рода магическую коробку, охватывающую всю комнату, чтобы подавить темную магию директрисы. Другой маг, воспользовавшись моментом, создает в коробке вакуум, пытаясь задушить ее мечом. Но Момока всегда на шаг впереди, использует небольшой портал, стратегически расположенный позади группы, и ему удается пережить смертельную атаку. В яростной контратаке Момока создает черную дыру перед своими противниками, засасывая их в пустоту без возврата. Затем в неожиданном повороте событий в небе появляется Вайлет, ругающая директрису за то, что она уничтожила своих учеников. И, к всеобщему удивлению, раскрывающая, что она была главный лазутчик и трейлер-призрак. С видом превосходства Вайлет вызывает волшебную карту, высвобождая Валькирию, которая запускает свирепое нападение на директрису. Пока Момока изо всех сил пытается защититься, Вайлет использует отвлекающий маневр, чтобы призвать страшного дракона и приказать ему напасть на ослабленную директрису. После победы над Валькирией зверь использует свой хвост с разрушительной силой, нанося жестокий удар, который оставляет Момоку без сознания, отмечая победу призрачного трейлера. Среди разрушений Муи и ее брату удается найти Казуми, быстро доставляя его в лазарет, где за ним ухаживает обеспокоенная медсестра. Тем временем Такаши и Куруми продолжают свои отчаянные поиски по коридорам в поисках Гекко. После периода напряжения и мучений они наконец встречают его. Гекко, увидев их, пытается сохранить невозмутимый вид, делая вид, что не причастен к нападению. Но особое зрение Такаши позволяет ему видеть ложь насквозь. Он противостоит Гекко и требует узнать его истинные намерения. Именно тогда Гекко, сбрасывая маску, показывает глубокое презрение, которое он испытывает к своему брату, признавая, что он является частью трейлера «Призрак», и что именно Кипи был тем, кто превратил его в мага. После этого откровения Гекко исчезает, но затем появляется за спиной Такаши, используя навык охота на ангелов, и пытается убить его внезапной атакой. К счастью, Такаши удается отразить атаку Гекко во втором раунде и перейти в наступление. Хотя скорость и мастерство Гекко превосходит его, Такаши получает жестокие удары, а Куруми, не в силах помочь, умоляет Гекко остановиться. Но Гекко становится еще более жестоким, заявляя, что его силы даны ему Богом, и оправдывая свои действия как божественное возмездие за аварию, в которой он остался инвалидом, обвиняя Такаши в своих несчастьях. Ненависть, накопившаяся в Гекко, проявляется в каждом ударе. Он хочет убить своего брата в отместку. Такаши, несмотря на серьезные ранения, поднимается с решимостью, понимая, что пути назад нет. Бой достигает критической точки, когда Гекко заявляет, что заберет Куруми и превратит ее в призрака. Он высвобождает свою истинную силу и призывает демонические крылья, которые позволяют ему двигаться с ужасающей скоростью. С каждым ударом Такаши слабеет, пока наконец не теряет сознание. В этот момент отчаяния Гекко пытается забрать Куруми, но девушка, напуганная, но храбрая, вырывается из его рук и бежит к Такаши. Добравшись до его бездыханного тела, Куруми со слезами на глазах целует его и использует свою магию, чтобы превратиться в него, пытаясь обмануть Гекко. Но Гекко, взбешенный этой тактикой, жестоко бьет Куруми, и она тоже теряет сознание. Рядом с умирающим главным героем лежит предмет Такао, который Такаши отдал Куруми перед боем, символ их связи. В этот момент появляется Вайлет с непроницаемым выражением лица, глядя на Такаши. В подсознании Такаши во сне он просыпается от голоса Тао, которая подходит к нему с шаром света. Тао с грустным и решительным видом протягивает шар Такаши, говоря, что это все, что она может для него сделать. Прикоснувшись к шару, Таши видит ужасающее видение. Он видит, как его брат пытается убить их мать, и это приводит его в отчаяние.
Чувство потери и страха усиливается, когда Тава исчезает, оставляя его одного наедине со своими страхами. В отчаянии Мо бежит по коридору, отчаянно пытаясь найти Таши. Наконец она находит его тело, лежащее перед Вайолет. Увидев это, Мо с ужасом понимает, что Вайолет предательница, и без колебаний готовится противостоять ей, решив любой ценой спасти Такеши, даже если это будет стоить ей жизни. Затем Вайолет призывает одно из своих существ. Это внушительная фигура, похожая на монахиню, но с пугающей аурой и руками, похожими на хлысты, которые двигаются с ужасающей скоростью. Существо бросается на Муи с невероятной скоростью, окутанное темной пеленой, из-за которой температура вокруг него падает на несколько градусов. Увидев это, Муи отступает, в ее глазах читается смесь страха и решимости. Дрожащими, но твердыми руками она достает зачарованный пистолет, который она усовершенствовала за долгое время, и без колебаний начинает стрелять. Пули со свистом рассекают воздух, но монахиня с невероятной ловкостью уклоняется от каждой из них плавными, почти хореографическими движениями. Все попытки Муи тщетны, и она понимает, что Вайолет собирается сбежать с Такеши. Она бросается к ним, но монахиня, двигаясь как молния, наносит удар своим хлыстом, который обвивается вокруг Муи как змея, и сбивает ее с ног с такой силой, что она не может дышать. Она с силой ударяется о холодный каменный пол, но, задыхаясь от боли, пытается вырваться из пут, которые держат ее почти с нечеловеческой силой. Монахиня приближается, ее глаза горят злобой. Она готова нанести последний удар, который оборвет жизнь Муи. Но в тот момент, когда ситуация кажется безвыходной, из тени коридора появляются три фигуры. Это маги, студенты-ветераны Академии, которые, не теряя ни секунды, объединяют свои силы в разрушительное заклинание, которое уничтожает призыв Вайолет ослепительной вспышкой света. Магический взрыв сотрясает воздух, и крик существа затихает вдали. Маг, не теряя времени, создает в коридоре вихрь из ветра и магии, который отбрасывает Вайолет назад, заставляя ее отпустить Таши, которая падает на пол. Муи, увидев шанс, бросается к подруге, сердце бешено колотится, а Вайолет, понимая, что потеряла преимущество, растворяется в тени, исчезая без следа. Таши начинает шевелиться, издавая стон боли, когда приходит в себя. Его раны глубоки, и каждый вздох, кажется, отнимает у него частичку жизни, но облегчение от того, что он в безопасности, придает ему сил, чтобы открыть глаза. Трое магов подходят к Муи, официально представляются и рассказывают, что они студенты 4-го курса Академии, принадлежащие к прославленному сообществу Камелота. Одной из 7 великих магических организаций, уважаемых и внушающих страх своей силой. От каждого из них исходит спокойная уверенность, а в глазах светится решимость тех, кто видел множество битв и выжил, чтобы рассказать об этом. В этот момент появляется Сугуми, и ее напряженное лицо расслабляется, когда она видит, что ее сестра в безопасности. Она подходит поздороваться с магами, и в ходе непринужденной беседы выясняется, что Куруми, лидер трио с золотыми как солнце волосами, когда-то была девушкой Суга Анесхи. И это удивляет Муи, хотя она и скрывает это за вежливой улыбкой. Наш главный герой пытается встать, но его тело, измученное недавней битвой, отказывается слушаться. Каждая мышца словно кричит от боли, и она настолько сильна, что он не может даже подняться на ноги. Эта сцена напоминает о первом дне в спортзале, когда каждое движение превращается в пытку. Но сейчас не время для жалоб, и маги, видя его состояние, решают отвезти его в свое поселение, чтобы он получил медицинскую помощь, в которой так нуждается. Перед уходом Муи замечает на земле предмет, который Куруми уронила перед тем, как ее похитили. Значение этого предмета не дает ей покоя, но она молчит, чувствуя, что еще не время раскрывать свою находку. Несколько дней спустя Такаши просыпается в больничной палате в поселении Камелот. В комнате царит спокойная атмосфера, солнечный свет проникает сквозь белые занавески, и тишина кажется долгожданной передышкой после хаоса битвы. Медицинский центр находится в мире живых, в безопасном месте, вдали от конфликта, который все еще бушует в волшебном мире. Когда она рядом, ее глаза наполняются беспокойством и облегчением, когда она видит, что ее друг наконец очнулся. Разговор, который происходит между ними, очень эмоциональный. Они выражают благодарность и обещают защищать друг друга. Пока их не прерывает Казуми, который врывается в комнату в гневе и отчаянии. Он рассказывает, что его сестру похитили двое мужчин из агентства «Волшебный браслет», организации, которая защищает магов с исключительными способностями. Ярость и отчаяние Казуми ощутимы, когда он рассказывает, как безуспешно пытался угрожать похитителям, чтобы они отпустили его сестру. Маэ добавляет, что даже его собственный брат, могущественный маг, ничего не смог сделать, и это только усиливает чувство беспомощности, которое давит на Казуми. Несмотря на свою слабость, Такаши удается успокоить друга, напоминая ему, что хотя ситуация серьезная, лучше, что она в безопасном месте,
месте, далеко от опасности. Его слова действуют успокаивающе, и Казуми, хоть и не до конца убежденный, соглашается, что, возможно, так будет лучше. Особенно если вспомнить Куруми, которая попала в руки врага. Тагаши становится серьезным и садится вместе с остальными, чтобы обсудить следующий шаг. Ясно, что Такаши еще не в состоянии сражаться, и хотя он очень хочет спасти Куруми, они понятия не имеют, где она может быть. В комнате царит напряжение, и Муи, чувствуя тяжесть правды, которую она несет, вспоминает об артефакте, который у нее есть. Однако она ничего не говорит, ожидая подходящего момента. Той же ночью Такаши, не в силах уснуть, выходит из своей комнаты и бродит по больнице. Его шаги приводят его к разговору между Цугуми и Куруми, где он узнает важную деталь. В общину Камелот принимают только женщин, и это ставит под угрозу его пребывание там. Куруми говорит, что по приказу начальства Такеши должен уйти как можно скорее. В ее голосе слышится отчаяние, когда Суми пытается уговорить ее позволить Такеши остаться еще ненадолго, говоря, что Такеши может быть в опасности, если вернется в волшебный браслет в таком состоянии. Куруми, полное сострадание, которое так не вяжется с ее суровым видом, обещает попытаться убедить начальство позволить им остаться еще ненадолго. Такеши, услышав это, возвращается в свою комнату с тяжелым сердцем, чувствуя себя обузой. Однако, вернувшись, он видит Муи, которая, как и обещала, все это время была рядом с ним и беспокоилась о нем. Тем временем в другом уголке мира Кадзума встречается с лидерами сообщества Пендрагон, и его возвращение становится поворотным моментом в войне. В своей пламенной речи Кадзума вдохновляет своих последователей продолжать борьбу, говоря об открытии запретных врат, что изменит ход истории магии. В это же время Кипи, один из его самых верных слуг, проникает в дом великого волшебника, который наложил заклинание, предотвращающее войну и защищающее мир живых. С ужасающей эффективностью Кипи устраняет всех охранников на своем пути, оставляя за собой след из смертей и разрушений. Наконец он находит старого волшебника, человека, чья сила легендарна, но который в этот момент беззащитен перед яростью Кипи. Кипи убивает его с абсолютной холодностью, разрушая заклинание и сохраняя мир. Теперь оба мира находятся на грани беспрецедентного конфликта, и Кадзума с улыбкой, отражающей его мрачное удовлетворение, заявляет, что кровь волшебников скоро зальет улицы обоих миров. Эффект мгновенный. Города превращаются в поля сражений, с магическими взрывами и атаками, которые вызывают панику среди обычных граждан. Насилие распространяется как лесной пожар, и в сердцах тех, кто когда-то верил в мир, поселяется отчаяние. Узнав о происходящем, Такаши испытывает отчаянное желание вернуться домой. Он особенно беспокоится за свою мать, потому что помнит, что его брат хотел ее убить. Несмотря на возражения Суси, который боится за него, Куруми, неожиданно проявив свой характер, предлагает ему пойти с ним. В доме Таиши группа встречает его мать Юка, которая, удивленная и недоверчивая, не узнает никого из них. Ситуация становится еще более напряженной, когда Куруми неожиданно протягивает Юка письмо, подписанное лидером Камелота. В письме содержится просьба помочь Такаши с его магической подготовкой, и хотя сначала Юка отказывается, наличие кольца в конверте меняет ее решение. Со смесью смирения и решимости Юка соглашается, надевает кольцо и тем самым определяет свою судьбу. Тренировки в Камелоте изнурительны. Такаши и его мать тренируются с такой интенсивностью, что это выходит за пределы возможностей тела и разума. Юка, демонстрируя свои навыки и знания, которые она скрывала, руководит сыном твердой рукой, хотя ее собственная выносливость начинает сдавать. Такаши в минуту отдыха признается матери, что не знает, кто прав в этой войне, но он готов сделать все возможное, чтобы спасти своего друга. Юка с серьезным видом предупреждает его, что для этого он должен быть готов уничтожить несколько призрачных трейлеров, и эта правда давит на него тяжким грузом. Дни идут, и усталость накапливается, пока однажды после интенсивной тренировки Юка не падает без сил. Куруми, которая внимательно наблюдала за ней, рассказывает, что кольцо, которое носит Юка, древний артефакт, поглощающий часть жизненной энергии пользователя. И с каждым заклинанием, которое она произносит, ее тело слабеет. Груз ответственности ложится на плечи Такаши еще больше, но судьба, кажется, дает ему последний шанс. Разговаривая с Муи, которая всегда была рядом, девушка наконец решает отдать ему артефакт, который она забрала у Куруми. Это телепорт, предмет огромной силы, который позволит ему добраться до нее напрямую. Муи признается, что не отдала его раньше из-за состояния Такаши, боясь, что он воспользуется им в отчаянии, не думая о последствиях.
Слова благодарности, которые слетают с губ Такаши, глубоко трогают Муи, и она со слезами на глазах чувствует облегчение, видя, что ее друг готов быть осторожнее. Тем временем Куруми просыпается в неизвестном месте от кошмара, который заставил ее дрожать. Поднявшись, она понимает, что все еще в теле Такаши, и это открытие вызывает у нее замешательство и страх, когда она пытается понять, что происходит на самом деле. Проснувшись, Куруми оказывается лицом к лицу с Геку, который пришел ее навестить. Удивление от встречи с гостем быстро сменяется беспокойством, когда Геку просит ее вернуться в свой настоящий облик. Не понимая, как это сделать, Куруми выполняет просьбу, что радует Геку. Молодой человек с довольным видом замечает, что именно так выглядит девушка, которую он любит. Это замечание вызывает жаркий спор, в ходе которого Куруми не в силах сдержаться, высказывает все, что думает об этой предполагаемой любви, а также о своей ненасытной жажде власти и своей внутренней ненависти к Таши. Гека, явно расстроенный резкими словами Куруми, в ярости использует Таву, чтобы разрушить часть комнаты. Куруми, напуганная и осознающая опасность, отчаянно пытается сбежать через помещение замка, а Гека преследует ее, насмехаясь над ее попытками. К счастью, Куруми встречает Такао, бывшего союзника волшебного браслета, который все еще помнит их дружбу и, видя ее в беде, решает помочь ей, спрятав ее в своей комнате. Вскоре появляется Хатара и присоединяется к разговору. Куруми, понимая, что единственный шанс выжить – это сбежать, просит их о помощи. После короткого обсуждения они оба решают поддержать ее, так как тоже испытывают глубокое презрение к Гекко, который зашел так далеко, что узурпировал их место правой руки Кипи. Группа, полная решимости найти выход, отправляется в лабиринты коридоров замка. Но удача не всегда на их стороне. Во время путешествия они снова встречают Гекко, и Куруми приходится прятаться вместе с Хатара. Чтобы ее не обнаружили, она принимает облик Хатара с помощью заклинания иллюзии. Притворившись им, Куруми продолжает путь вместе с Такао, но обстоятельства вынуждают ее расстаться со своим союзником. Воспользовавшись случаем, она пытается найти выход самостоятельно. К сожалению, заклинание со временем рассеивается, и Куруми возвращается к своему настоящему облику в самый неподходящий момент. В отчаянной попытке сбежать она заходит в темную комнату, дверь которой тут же захлопывается за ней. Из темноты появляется Кадзума, протягивает ей руку и просит пойти с ним. Они исчезают, когда проходят через портал, который появляется перед ними. Тем временем Такаши продолжает тренироваться с удвоенной силой, готовясь к предстоящим испытаниям. В решающий момент его мать Юка обучает его мощному заклинанию, которое позволит ему увеличить скорость, с которой он генерирует магическую энергию. И это может изменить ход его будущего противостояния. После изнурительной тренировки Такаши, полный вопросов, наконец решает спросить у матери, почему она никогда не рассказывала ему, что она маг. Но как только Юка собирается рассказать ему важную правду о происшествии с Геку, сила кольца, которое она носит, сильно ослабляет ее, и она не может продолжать. Такаши беспокоится о ее здоровье и решает дать ей отдохнуть, но тревога и смятение не покидают его. С новой решимостью Такаши мысленно готовится использовать телепорт и отправиться на базу трейлера, где он надеется найти Куруми. Но прежде чем он успевает это сделать, появляется Вуи и сообщает, что она отправится с ним на эту опасную миссию. Вскоре к ним присоединяется Кадзуми, заявляя, что не позволит своему лучшему другу в одиночку подвергаться такому большому риску. Собравшись, Такаши активирует артефакт, и они телепортируются в штаб-квартиру трейлера, чтобы спасти Куруми. Первое, что они видят, это Такао и Хатару, которые, заметив их присутствие, встречают их с презрением, критикуя их глупые действия. Не теряя времени, двое предателей готовятся к бою. Эта схватка дает Такаши возможность испытать свои новые приемы против опытного мага, обмениваясь ударами и заклинаниями в битве, которая проверяет его навыки. Тем временем его товарищи пытаются обезвредить Хатару, чтобы Такаши мог сосредоточиться на поединке с Такао. Увидев, что бой становится ожесточенным, Таши пытается поддержать Такао своей магией, но Такао, используя свои навыки, блокирует ее вмешательство. Тем не менее, Таши, применив новое заклинание, окутывает свой меч аурой магической энергии и одерживает верх в бою. В ответ Такао вынужден использовать свою истинную силу, чтобы сравняться с Таши. Атака продолжается, пока Такао не создает, казалось бы, непробиваемый магический щит. В этот критический момент мы вступаем в бой, выпуская мощный снаряд, который сливается с магией Таши, создавая комбинированную атаку, которая мгновенно разрушает щит. С побежденными врагами Такаши, все еще решительно настроенный, спрашивает предателей о местонахождении Куруми, решив продолжить поиски. Тем временем в отдаленном и скрытом месте Кадзума встречается с Куруми,
открывая ей крайне важную правду, которая может изменить судьбу всех участников. В напряженной сцене главный герой возвращается домой, отчаянно цепляясь за свой последний луч надежды. Охваченный тревожным кошмаром, в котором Геку убивает его мать, Такаши спешит домой, молясь про себя, чтобы его предчувствия оказались ложными. Но когда он приходит, его худшие опасения становятся реальностью. Он видит своего брата Геку, покрытого кровью, выходящего из дома с мрачным выражением лица. Сердце Такаши разрывается при виде их матери Юка, лежащей на земле в крови. Ярость охватывает его, когда брат цинично наблюдает за ним. Но прежде чем он успевает дать волю гневу, Геку холодным голосом останавливает его, признаваясь, что не убивал их мать, и Такаши в замешательстве. Напряжение нарастает, когда Геку готовится к бою, высокомерно демонстрируя, как он изменил Таву, приспособив ее к своей извращенной личности. Теперь Тава стала злобным оружием, окруженным зловещей аурой, и ее человеческая форма превратилась в подобие зомби-раба, которого Геку призывает для нападения на Такаши. Без предупреждения Тава сбивает молодого человека с ног мощным ударом, и когда она уже готова нанести смертельный удар, Геку заставляет ее исчезнуть и с презрительным видом подходит к Такаши. В этот момент Геку раскрывает правду, которая потрясает главного героя до глубины души. Автомобильная авария, изменившая их жизни, произошла не по вине Такеши, а по вине их матерей, которые приказали Бишопу, лидеру Камелот, убить собственного сына. Такаши, потрясенный и ошеломленный, отказывается верить, что его мать могла замышлять что-то настолько ужасное. Но Геку с ехидной улыбкой показывает ему тревожное воспоминание. В нем Юка, тяжело раненая и находящаяся на грани смерти, видит кошмарное видение, вызванное Тавой, в котором ее сын Джеку превращается в Кадзуму, существо огромной силы и тьмы. Напуганная пророчеством, Юка разработала план, чтобы убить своего сына и предотвратить страшную судьбу. Но когда она увидела своего сына раненым, у нее не хватило сил довести дело до конца. Мысли Такеши путаются от боли и смятения. Информация слишком ошеломляющая, и он не может поверить ядовитым словам своего брата. Его переполняет отвращение к Геку, который причинил боль их собственной матери. Геку, увидя, что Такаши не поддается его манипуляциям, приходит в ярость и решает, что пора положить этому конец. Братья вступают в финальную битву, направляя всю свою силу в мечи. Поединок ожесточенный, с быстрыми и непрерывными ударами, которые заставляют их взмывать в небо, где раскрывается истинная сила обоих. Тренировки Такаши наконец приносят плоды, и он может сравниться со скоростью Геку, а то и превзойти ее. Благодаря своим улучшенным навыкам он ранит брата, используя свое особое зрение и молниеносные движения. Но внезапно бой прерывается появлением сотен магов из призрачного трейлера и волшебного браслета, которые вступают в ожесточенную схватку, наполняя небо взрывами и магическими атаками. В хаосе Такаши продолжает ожесточенный поединок с Геку, а его друзья сражаются с магами из призрачного трейлера, объединившись с другими магами. По ходу битвы оба брата заметно устают. Яку, отчаявшись, пытается уговорить брата словами, признаваясь, что он растерян и не знает, что делать. Его мать пыталась убить его, и теперь ему некуда идти. Слова Геку вселяют надежду в Такаши. Главный герой признается брату, что всегда готов вернуться домой вместе с ним, протягивая руку в знак прощения, и отключает свое особое зрение, которое позволяет ему распознавать ложь. Геку, не веря своим глазам, с грустью медленно подходит к Такаши и протягивает ему руку. Но тут Куруми, которая летела неподалеку, почувствовала напряжение в воздухе и быстро бросилась к Такаши. Как только Геку протягивает руку брату, он называет его негодяем и смертоносным движением направляет меч на главного героя. Куруми, совершая героический поступок, встает между братьями, принимая удар, предназначенный для Такаши, и на несколько секунд теряет сознание. Оба брата в шоке, когда Такаши пытается спасти Куруму. В этот критический момент появляется Муи и занимает место Такеши, используя свои целительские способности, чтобы спасти Куруми. Такаши, забыв о своих проблемах, с неконтролируемой яростью нападает на Геку, обмениваясь мощными ударами, пока наконец не побеждает брата, оставляя его изможденным и поверженным. Но когда кажется, что все кончено, Геку снова поднимается, и два молодых человека скрещивают мечи в последней схватке, высвобождая огромное количество энергии. Тем временем ослабленная, но в сознании Курумине открывает Муи важную правду, и та не может сдержать слез. В это же время на сцене появляется Момоко, которую считали мертвой, и рассказывает, что она выжила. Увидев, что братья вот-вот потеряют контроль, Момоко вмешивается, создавая огромный шар тьмы, который переносит всех в разрушенный мир. Неожиданно повествование переключается на Кадзуму, который лечит Юка и ведет загадочный разговор с Вайолет. Выясняется, что Юка – мать Кадзумы, и с улыбкой на лице Кадзума объявляет о начале своего нового мира.
Сцена снова меняется, показывая, как Такаши приходит в себя после разрушительной атаки Мамоки. Он в растерянности обнаруживает, что находится в академии, которая выглядит целой, как будто ничего не произошло. Смущенный и расстроенный, Такаши бродит по зданию, пытаясь понять, что случилось. Его замешательство усиливается, когда он встречает свою мать, работающую учительницей, которая его совсем не узнает. Проанализировав ситуацию, Такаши понимает, что каким-то образом он переместился во времени, и эта теория подтверждается, когда он видит дату на рекламном листке, приклеенном к стене. Но что действительно его поражает, так это появление молодого Гэку в сопровождении Мамоки, Цукиёми, Оми, Кумы и других.